Башар Асад, скорее всего, покинул Сирию. Румыния объявила войну ТикТоку, а Южная Корея определилась с процедурой импичмента президенту. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. В Румынии отменяют выборы президента, и причем тут Китай? Трамп включается в войну в Сирии. В России отключаются от мирового интернета. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. 19-летний российский срочник Артем Антонов был расстрелян своим командиром за отказ подписывать контракт и отправляться на так называемую специальную военную операцию. Инцидент произошел на полигоне Ильинский, недалеко от границы с Китаем. Лейтенант снял автомат АК-12 с предохранителя, выстрелил в строй, и одна из пуль попала Антонову в голову, лишив его жизни. Семья Антонова утверждает, что это убийство напрямую связано с его отказом подписывать контракт. По их словам, перед расстрелом Артема жестко избивали, используя железный кнут, и оставляли следы на шее и руках. У меня теперь тоже новый прикид. Такой вот. Он 30 килограмм весит, кстати. Большой. В наряде прокакался. Наказание 7. Эта история еще раз поднимает вопрос о том, как в российской армии относятся к солдатам-срочникам. Ранее Владимир Путин публично заявлял, что срочники не будут участвовать в боевых действиях, но ведь никто не говорил, что их за это могут расстрелять. Россия тестирует отключение от мирового интернета. В Чечне, Дагестане и Ингушетии перестали работать зарубежные сервисы, включая те, что обычно обходят блокировки через VPN. Официальная версия – это учение по отработке сценария отключения страны от международного сегмента сети. По данным провайдеров, ограничение продлится около суток. Роскомнадзор уверяет, что это стандартная практика и ничего страшного в этом нет. Но подобные тесты заставляют задуматься о том, насколько близок момент, когда цифровой железный занавес станет реальностью. Вернут ли глобальную сеть или подождут, пока люди научатся без нее, пока остается только надеяться. Повстанцы в Сирии взяли сразу несколько ключевых городов и подбираются к Дамаску. Телеграм-каналы, военблогеры пишут, что российская армия переместила свои ПВО с базы Хмеймим на базу в Тартусе. В сети даже появилось соответствующее видеоподтверждение. По другим данным, асадовские войска отступают из Закии, расположенной в 20 километрах от столицы. Российские военкоры в панике пишут, что Асад оказался совершенно не готов к восстанию на юге, и теперь его противники, наступающие оттуда, подошли к Дамаску быстрее, чем повстанцы из Хаят-Тахрир аш-Шам с севера. Но мы с вами уже говорили о том, что это все совсем, как минимум, разные группировки, а как максимум недружественные. Ну и пока российские блогеры кричат, что все пропало, повстанцы снимают видео на русском языке, на котором показывают, как именно все пропало. Вот сейчас нас угостили бананом. Это у нее интересная история. Одного торговца я видел, говорит, в Сирию бананы завозить разрешалось только семейству Башара Асада. Представьте, другим торговцам запрещено было это. События разворачиваются очень стремительно, и с юго-запада к Дамаску уже подошли повстанцы в пригороде Дамаска. Друзы, так называются одна из группировок повстанцев, снесли статую отца Башара Асада и сорвали портреты ненавистного диктатора. Такбир! 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 Сирийские повстанцы вошли в Пальмиру и взяли под свой контроль ракетные склады армии Асада. Пальмира — это не только важнейший археологический памятник, но и ценный стратегический узел. Город расположен в пустыне и контролирует ключевые пути, ведущие к Дамаску и другим важным районам Сирии. Вагнеровцы несколько лет назад брали этот город якобы 2 раза. Но удержать асадовским войскам его таки не получилось.
Тем временем в столице Катара главы МИД России, Турции и Ирана собираются обсудить будущее Сирии в рамках так называемого астанинского формата. Но давайте говорить честно, на кону не просто разговоры, а по сути полная перекройка сирийской карты. Судя по всему, итогом этой встречи станет превращение Сирии в государство, которое мы уже не узнаем. Как именно и под каким соусом пройдет этот процесс, станет ясно в ближайшие дни. Но для России, допустим, ключевой задачей остается сохранить свое военное присутствие, особенно вдоль побережья Латакии и Тартуса. Это необходимо, чтобы удержать контроль хотя бы над этой частью страны через лояльное Дамаску правительство. Но интрига сохраняется. К концу переговоров события могут повернуться неожиданно. Вопрос не только в том, на что согласятся участники встречи, но и в том, успеют ли боевики захватить Дамаск к концу встречи. Пока политики делят будущее Сирии, реальность на местах может стать еще более непредсказуемой. Между тем, Иран значительно ускорил процесс обогащения урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия, говорят в МАГАТЭ. По словам Рафаэля Гросси, производственные мощности страны должны вырасти как минимум в 7-8 раз. Иран уже сейчас способен ежемесячно производить более 34 килограммов обогащенного урана только на одном из своих заводов. По критериям МАГАТЭ у Тегерана уже есть достаточно материала, обогащенного до 60%, чтобы создать ядерное оружие при продолжении переработки сырья. Американскую позицию озвучивает уже Дональд Трамп, фактически повторяя тезис о том, что это не наша война. Пишет об этом бывший и будущий президент в своей соцсети, о том, что сирийский народ должен разобраться как-то сам. Россия никогда не получала особой выгоды от Сирии, кроме того, что Обама выглядел действительно глупо. В любом случае, Сирия – это бардак, но она нам не друг, и Соединенные Штаты не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба, не вмешиваемся. Кроме позиции по Сирии, Трамп пишет еще и то, что Россия потеряла более 600 тысяч солдат в Украине и не способна помочь режиму Асада. Конституционный суд Румынии единогласно аннулировал результаты первого тура президентских выборов, который состоялся 24 ноября. Такое решение – прецедент для страны. Теперь избирательный процесс начнется с нуля. Решение суда появилось после публикации на сайте президента рассекреченных докладов спецслужб, в которых подробно разбиралась роль TikTok в продвижении Келлина Джорджеску, который неожиданно для многих победил в первом туре, набрав 23% голосов. По информации из этих материалов, предвыборная кампания Джорджеску до боли напоминает схемы, которые ранее использовались в Молдове и Украине с ощутимым российским следом. Хотя прямых обвинений в адрес Кремля нет, намеки более чем прозрачны. По Молдавии, да, мы видим, что как происходили в Европе, в Европарламент выборы и в других европейских странах, эта тенденция усиливается именно с применением таких всевозможных информационных средств, да, телеграм-каналов, тиктоков, то, что к чему мы еще система выборов национальная, вот национальное законодательство стран, оно еще не готово. Действительно, в скандале засветился ТикТок, и Европейская комиссия направила платформе срочный запрос из-за подозрений во вмешательстве в румынские выборы. Румынская разведка заявила, что на продвижение Джорджеску через ТикТок было потрачено 381 тысяча долларов. Деньги пошли на оплату влиятельным блогерам, чтобы они продвигали ультраправого кандидата в короткие сроки. Мы видим признаки масштабной иностранной кампании по вмешательству, особенно через ТикТок. Мы говорили с вами об этом в эфире Нехта Лайф, о тех схемах, которые, скорее всего, РФ использовала для неожиданной победы одного кандидата, но расследование еще продолжается. Скорее всего, новые детали мы скоро узнаем. Ну а сейчас о важности Румынии и об опасности потери политической стабильности поговорили с экспертом. Альтернативный зерновой коридор, который заменил собой Черноморское зерновое соглашение. То есть Украина уже не так заинтересована в нем по той простой причине, что есть договор с Румынией о том, что Румыния без проблем пускает все украинские корабли в свои территориальные воды, и они территориальными водами идут в Болгарию, далее территориальными водами Болгарии в Турцию, и вот вам, пожалуйста, выход на Босфор-Дарданеллы, то есть Украина без
вот этого самого договора с Россией, может спокойно экспортировать товары, получать деньги. Далее Румыния, чтобы там не было, это страна НАТО, и это страна, которая по своей риторике является наиболее агрессивно настроенной касаемо России. То есть, если, сколько я имел личный опыт общения с представителями Румынии, они постоянно говорят, что мы хотим, чтобы НАТО увеличило свою роль в Черноморском бассейне, чтобы НАТО было, скажем так, уделяло больше внимания. В Сеуле люди выходят на улицы с требованием к президенту страны уйти в отставку. По данным агентства Йонхап, около 150 тысяч человек собрались в районе Йойдо, где находится национальное собрание. Эти протесты вызваны недавним введением военного положения президентом Юн Сок Йолем, что привело к обвинениям в злоупотреблении властью и коррупцией. В ответ на это парламентские фракции начали процесс импичмента президента. Одновременно с этим консервативные группы проводят митинги в поддержку президента, собирая до 20 тысяч участников на площади Кванхвамун в центре Сеула. Организаторы этих акций заявляют о миллионе человек, вышедших на улицы в поддержку главы государства. Проверить эту цифру, как и другие цифры, конечно же, не представляется возможным. В 2016 году миллионы граждан участвовали в демонстрациях против тогдашнего президента Пак Кын Хе, что в конечном итоге привело к ее импичменту. Но парламент сейчас так и не смог начать процедуру, не хватило голосов. Вашингтонские встречи украинской делегации пока не приносят, кроме надежды, ничего, но перспектива открывается. Во всяком случае, представители Киева смогли поговорить и с уходящей, и с приходящей администрацией президента США. Очевидно, серьезное стремление будущей администрации решить этот вопрос миром и вовсе не автоматически идти на уступки для Российской Федерации. Почему можно сделать такой вывод? Это исходя из того, что очевидный некий компромисс даже между уходящей и приходящей администрацией по многим вопросам. О чем могут вестись переговоры сейчас, какие тезисы прорабатываются делегацией, неизвестно. Мы спросили у эксперта о том, что может обсуждаться во время таких встреч. То, что был визит в Мар-а-Лаго, в частную резиденцию Трампа, и там была встреча с будущим главой его администрации Трампа, это тоже хорошо. Это означает, что начинают завязываться контакты, начинает завязываться общение. Насколько это будет плодотворно, посмотрим. Будет ли настолько велико давление на Украину отказаться от своих территорий, либо это просто риторика. А когда уже Трамп действительно придет к своему кабинету, ковальному кабинету во второй раз в своей жизни, то никакого давления на Украину может и не быть. Будет, естественно, заявление, что мы не против переговоров, но переговоров через силу, как говорил, собственно, Трамп, мир через силу, то есть позиция силовая должна быть, и вот, собственно, в чем конкретно она будет выражаться, какие действия будет предпринимать новая администрация, это как раз, скорее всего, обсуждалось на этих встречах. То есть сейчас-то Украину интересует то, насколько будет военная поддержка и насколько будет экономическое давление на Россию. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.